Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 20 декабря, среда. В Москве день чекиста. И сегодня мы им испортим праздник, раскрыв их самые заветные стратегические планы в отношении Украины. Сделаем это при помощи анализа средств массовой информации, прежде всего Соединенных Штатов Америки. А пока до этого я хотел бы сделать несколько коротких объявлений. Первое. Большое спасибо вам за вашу активность, за поддержку петиции, о которой я вам сказал. Она подписана и теперь ожидает рассмотрения. Там, по-моему, сейчас около 27,5 тысяч. То есть вы сделали за 2 дня то, что до вас не сделали за 4 недели, с того времени, когда петиция появилась на сайте. Спасибо вам большое. Вы сделали доброе, очень полезное дело, и я надеюсь, что мы это продолжим, потому что, вот как вы поймете из сегодняшней передачи моей, страна действительно стоит на, как говорил Байден, на переломном, что ли, на повороте, откуда путь может пойти то ли в плохую сторону, очень плохую, то ли в очень хорошую. Поэтому в этой ситуации не надо проявлять пораженчество, нужно верить в будущее и упорно, активно работать в этом направлении. Следующее. Вчера вечером лидер республиканского меньшинства МакКоннелл и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер объявили о том, что, как это писали американские средства массовой информации, что они уверены в том, что закон о помощи Украине, ну и там дальше Израилю, Тайваню, средства на укрепление южной границы будут одобрены. Это очень хорошая новость. Впервые я слышу это в таком утвердительном варианте. И то, что оба лидера посчитали необходимым выступить в совместном заявлении по этому поводу, но это значит, что нужно воспринимать это заявление серьезно. Такими словами не разбрасывается, и вот такое совместное заявление свидетельствует о том, что дело действительно близко к победе, можно сказать, поскольку это уже мучительная история, продолжается долго, ну а в это время люди на полях сражений в Украине гибнут. Что является плохой новостью, потому что придется ждать до... Ну, в общем, Конгресс возвращается с каникул 8 января, и где-то вот в январе этот вопрос должен быть решен, так или иначе. Третий интересный вопрос. Вчера Верховный суд штата Колорадо объявил, что в соответствии с 14-й поправкой Конституции Соединенных Штатов Америки Трамп не может баллотироваться на выборах 2024 года в качестве президента в штате Колорадо. Еще 2 штата рассматривают такой же вопрос в верховных судах этих штатов. То есть это значит, что Трамп может баллотироваться во всех остальных штатах, кроме Колорадо. Но учитывая, что ожидается все-таки напряженная борьба, отсутствие у него возможностей в Колорадо может поставить крест на его ожиданиях к этим президентским выборам. Ну и там еще 2. Я вам рассказывал, что такое 14-я поправка. Поправка свидетельствует о том, что лицо, говорит о том, что если лицо, которое когда-либо приносило присягу на верность Соединенным Штатам, вступая в официальную должность, затем будет замешано в восстании или в мятеже, то больше это лицо не имеет права занимать официальные позиции, официальные посты, а следовательно, не имеет права участвовать в выборах, любых выборах. Но конечную точку над «и» должен поставить Верховный суд Соединенных Штатов Америки, потому что только он решает вопрос, что является восстанием, а что не является. И он должен решить этот вопрос быстро, потому что где-то 5-6 января кандидаты, те, кто хочет участвовать в этих выборах, должны подать уже официальные, так сказать, заявки на это дело. Ну, то есть мы ожидаем решения Верховного суда то ли
до конца декабря, то ли в начале января. Адвокаты Трампа кричат, что они уверены в том, что не добьются победы. Ну, я не знаю, это может быть просто бравурное заявление, потому что вот этого решения, такого решения штата Колорадо никто не ожидал. Ну и видите, то, что мы с вами обсуждаем заранее, там, за несколько недель, а то и месяцев назад, мы обсуждали пару месяцев назад 14-ю поправку, оно работает, дела идут, ничто не стоит на месте. Поэтому будем надеяться также на то, что в ближайшем, в обозримом будущем, в ближайшем будущем получит также позитивное развитие история с арестом российских активов по всему миру, прежде всего в Европе, Соединенных Штатах Америки, и использование этих 350 миллиардов на помощь Украине. Ну, а теперь перейдем к главной теме сегодняшнего дня. Я сидел на этой теме, где-то 2 дня. Сделал это специально. То есть я был готов дать комментарии еще пару дней назад, но решил воздержаться. Хотел посмотреть, какую реакцию будет иметь эта статья в информпространстве Украины и в российских СМИ. Почему это меня интересовало? Потому что, как вы поймете, статья чрезвычайно важная. Просто стратегическая статья в том, что касается планов России в отношении Украины, ну и для украинской государственности. Мне было интересно. Я хотел, вот из этой реакции, я хотел проверить, как воспринимается эта статья в Киеве и в Москве. И там, и сям гробовая практически тишина. То есть я не услышал развернутых комментариев в украинском информпространстве и гробовая тишина в московском. В отношении Киева для меня это свидетельствует о том, что люди просто боятся. То есть слуги народа за прошедшее с начала войны, полномасштабной агрессии время натворили многого такого, что люди боятся обсуждать некоторые наиболее острые вопросы. Что касается Москвы, то я хотел просто услышать вот это гробовое молчание, потому что оно лучше или больше всего выдает их агентуру, пятую колонну в Украине. Есть такие персоны там, о которых в Москве ни слова. То есть как у покойников. Тишина. Но о хорошее говорить нельзя, потому что совсем провал. Речь идет о статье в издании Business Insider, которая называется так. «Настоящий распорядитель власти в Украине». Подзаголовок. Передает ли Андрей Ермак, правая рука Зеленского, разоренную войной Украину в руки олигархов? Тут же напоминается, что по глобальному индексу коррупции Украина занимает 116 место в мире из 180. А там чем дальше, тем больше. Значит, Россия совсем недалеко, но хуже. Если Украина 116, то Россия 137. Скажу вам сразу тезис главный, о чем эта статья, чтобы вы потом легче все это воспринимали. То есть речь идет о том, что под руководством Андрея Ермака, пока ВСУ воюют, и народ тоже работает на оборону, на победу, в это время под его руководством создается просто калька, зеркальное отражение той системы, которая существует в России. То есть Мордор, в котором уже не олигархи играют руководящую роль в экономике, в политике, в средствах массовой информации, а чиновник. Чиновник заменяет олигарха. А поскольку чиновники – это вертикальная структура, то получается мафиозное государство, которое в котором организованная преступная группировка имеет государство. Главным, единственным олигархом там тот, кто стоит на самом верху, а остальные – это его чиновники рангом пониже. Это его, так сказать, уполномоченные люди, которым он отдает в управление различные самые важные участки экономики страны и осуществляет политическую власть. Он также осуществляет
власть над всей государственной структурой, которая включает правоохранительные органы, спецслужбы. Он контролирует средства массовой информации. И вот такая получается структура мафиозного государства. Вот, собственно говоря, о чем идет речь в этой статье. При этом возникает парадокс. Пока ВСУ и народ воюют против Путина, воюют потому, что он не хочет жить в Мордоре, как это хотел бы Путин, подчинить Украину, заставить народ жить в этом Мордоре. Но пока, значит, народ Украины и ВСУ воюет против этого Мордора внешнего, в это время потихоньку в Киеве создается мини-Мордор по образу и подобию большого. Статью написал Пол Старбин. Это ветеран американской журналистики, печатался и продолжает печататься в ведущих средствах массовой информации Соединенных Штатов Америки. Человек безупречной репутации, с большими связями, влиятельными контактами в Соединенных Штатах Америки. Работал он, да где он только не работал, и в России, в Центральной Азии, на Кавказе, на Ближнем Востоке, Европе, в Южной Америке. Ну, в общем, мастер своего дела. Итак, перейду к содержанию. Тут, понимаете, каждый пассаж – это просто перл. Такого в средствах массовой информации Запада, в том числе США, не было никогда. То есть, наконец-то, гнойник взорвался или лопнул, и пошло, и потекло. Все, что скрывалось до сих пор по разным причинам, все это отступает на задний план. И это о многом говорит. То есть идет коренной, судя по всему, пересмотр отношения в Вашингтоне, в администрации США, в отношении того, что происходит в Киеве, и как нужно дальше работать с украинским высшим чиновным людом, скажем так. Начинается статья с того, что в конце сентября высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности США Майкл Пайл, который отвечает за международные экономические вопросы, направил на 4 страницах меморандум в Украину. Там было несколько адресатов, и один из них был офис президента Украины, ОПА, который, как здесь говорится, возглавляет Андрей Ермак. Там было в этом документе, который имел название «Рабочий проект», содержался перечень многочисленных реформ, которые Белый дом ожидает от Киева в обмен на продолжение военной и финансовой помощи. Но прежде всего финансовой помощи. Среди них это усиление надзора за государственными предприятиями в энергетическом секторе, а также шаги, способствующие повышению прозрачности в ходе послевоенного восстановления Украины. В общих чертах цель этого документа состояла в том, чтобы обуздать коррупцию, поддерживаемую государством, которая давно уже стала отличительной чертой украинского управления. Некоторые, как пишет дальше автор, считают Ермака более влиятельным лицом в Украине, чем президент Зеленский. Бывший комик, который вступил в должность в 2019 году, не имея никакого опыта работы в правительстве. И когда эти двое мужчин стоят рядом друг с другом, кажется, что Ермак является нянькой Зеленского. Но тут тоже, значит, он как-то так покритиковал Зеленского, у которого нет опыта. Но он, видимо, не знает насчет опыта, сомнительного опыта Ермака, который, хотя дальше он пишет, что Ермак поступил, вернее, когда рухнул Советский Союз, он был на 2-м курсе, и многие его сокурсники по университету, где он якобы изучал международное право, разбежались. Прежде всего, кто имел возможность в Европу, Ермак остался на месте, ну и вроде бы закончил этот университет, в чем я неоднократно выражал сомнения. Так вот, с тех пор один из выпускников 96-го года, а Ермак якобы выпустился в 95-м. Так вот, выпускник 96-го года написал мне, что Ермака там не видели. Вместо него было пустое место. Ну и учитывая общую ситуацию, что после развития совка многие молодые люди
посчитали, что учеба – это теперь ненужное дело, и работа в ларьке, продажа сигарет и пива считались более престижными. Так что квалификация Ермака вряд ли сможет, так сказать, улучшить квалификацию Владимира Зеленского. Дальше автор объясняет, что было, какая система существовала в Украине до полномасштабной российской агрессии в феврале 22 года. А существовал олигархический капитализм. Ну, что такое олигархический капитализм, я долго не буду рассказывать. Сами прекрасно знаете главных действующих лиц в Украине этой олигархии. Вы прекрасно знаете, помните. И вот, значит, оказывается, что есть положительные динамики или положительные моменты в том, что произошло в Украине с начала полномасштабной агрессии. То есть эта система фактически рухнула. И это, то есть это хорошая новость. Но плохая новость, как пишет автор, ссылаясь на свои источники в Украине, плохая новость заключается в том, что Ермак создает новую систему олигархии, которой он руководит. Он через своих заместителей в администрации президента и министров, кабинета министров, находящихся в его распоряжении или под его контролем, пытается установить контроль над значительной частью экономики Украины, а также над ее правоохранительными органами и аппаратом безопасности. Я бы сюда еще добавил средства массовой информации, прежде всего телевидение, фабрика троллей, затем очевидно для меня совершенно, что целый, я их даже поименно могу целый список составить, тех подконтрольных Ермаку блогеров, разных YouTube-каналов, которые, видимо, за подачки, за крохи из украденной западной помощи, значит, им достается по 30 серебряников, и они радостно, значит, помогают Ермаку творить его черные дела. Дальше автор пишет, что благодаря вот этим махинациям, которые осуществляет Ермак, хорошо связанные или повязанные друг с другом люди получают государственные контракты по завышенным ценам. И, как сказал один из источников журналисту американскому, Ермак не строит сильную Украину. Он наносит ущерб военным действиям. По сути, идет формирование новой олигархии под прикрытием военного положения, введенного правительством Зеленского. Ну, надо сказать, что вот эта структура, хоть он говорит, это новая олигархия, это не олигархия. Там разница только в том, что олигарха, как мы его знаем, кстати, олигархи, они в начале, большинство из них, в начале 90-х годов стали таковыми. То есть приобрели сделали первые накопления, захватили лидирующие позиции в различных отраслях экономики, благодаря своим собственным усилиям, так сказать. Новая структура олигархическая, в ней чиновник заменяет олигарха и по должности. Поэтому, значит, назначение на эту должность означает полную зависимость от крестного отца этой мафиозной структуры. Но это вот как раз то же самое, что построено в такой уже замкнутой такой форме, в полной форме в России. И она свидетельствует о том, что организованная преступная группировка имеет государство. То есть это беспрецедентное явление, то, что произошло в России, потому что, были мафиозные кланы в Соединенных Штатах Америки, в Италии, в других странах, но они не контролировали государство. А здесь же получается, что полностью практически все государство принадлежит вот этой ОПГ. И вот, согласно этой статье, как раз это то, что строит Ермак по образу и подобию, видимо, кураторов из Москвы. Дальше автор пишет. Подобные опасения по поводу Ермака широко распространены в Киеве. Ермак – это папа, который учит своих детей управлять бизнесом. А бизнесом
является политическая коррупция. Ермак и Зеленский контролируют правящую партию страны «Слуги народа», те имеют большинство в парламенте, и имея такую власть, этот клан может делать все, что угодно, вплоть до того, что он может открыть фабрику по печатанию денег и печатать. То есть вы знаете, да, печатание денег – это исключительно святая функция государства. Здесь это может делать вот этот правящий клан по своему образу и подобию. То есть коррупция в этой системе, вот это важно понять, она является не просто отдельным преступлением или изолированным явлением, при помощи с которым можно бороться волонтерам, при помощи там какого-нибудь антикоррупционного центра, при помощи разоблачений в средствах массовой информации. Это можно делать для борьбы, когда это изолированное явление, когда этот клан не владеет государством. Но вот в путинской системе и в той системе, которая воссоздает по лекалам Кремля Ермак в Украине, коррупция является стержнем или основным инструментом управления государства. То есть на этом все государство держится. И получается такая ситуация, что изнутри бороться против нее – это значит бороться против государства. И на тебя будут наезжать как врага государства, тебя будут закатывать там всевозможными способами, или клеветать на тебя, плевать, или так называемые правоохранительные органы и так называемый самый справедливый суд. То есть для реальной борьбы нужна внешняя поддержка. Дальше автор пишет. Ермак отрицает, что использует офис Зеленского для разграбления Украины. Чувствуете? Речь идет уже о разграблении Украины. Как же он это отрицает? Вот тут можно даже посмеяться. Дарья Заривная, советник Ермака, сказала мне, что такая критика отражает информационную войну против руководства Украины, которую ведет Россия. Это то утверждение, которое сам Ермак сделал во время визита в Вашингтон в декабре. Но тут надо остановиться. Это шикарная фраза. Значит, из нее следует, сколько нам говорили и Резников, да и сам Ермак, что там на Западе никаких проблем. Он руки там жмет, сям жмет руки, фотографируется с разным людом политическим. А здесь мы узнаем с удивлением, что вот сейчас, в декабре, ему говорили о том, что он грабит страну, что он делает что-то кардинальным образом плохое для государства своего. И он это отрицал. Ну, понятно, что это не дошло своего отражения в его твиттерах на его странице, но теперь факт. То есть это не является секретом, даже секретом Полишинеля. Об этом говорят, спрашивают открыто. Как говорит Заривная и как утверждает Ермак, а до этого это говорил Леха Золотое Яйцо Резников. Но у них одна эта отмазка. Это информационная война против руководства Украины. Я вам говорил примерно месяц назад, обращал ваше внимание на одну интересную вещь, что в российских пропагандистских телепередачах о Ермаке ни слова. То есть получат всех, даже Зеленского. Ермак, ну, как святая корова. И что вы думаете? Проходит где-то дня 3, и на соловьином помете там один чувачок, который якобы Украину представляет, комедийный такой персонаж, мальчик для бития там, начинает вдруг ни с того ни с сего говорить про Ермака, что он что-то делает, ну причем так обтекаемо, из чего не поймешь, а что же он там делает. На что Соловьев громко спрашивает: кто? Ермак? Он идиот. Точка, все. То есть они справились, они отреагировали на мое подозрение, тем самым вообще полностью все завалив. И это единственное проявление так называемой информационной кампании против Ермака в российских средствах массовой информации. Нет его, нету. Там в отношении Ермака все тихо. Не надо раскачивать лодку и раскрывать агента. И вот то, что я специально ждал 2 дня, хотел бы посмотреть, что ж там. То есть вот эта статья, это клондайк для российских пропагандистских, значит, разных
ресурсов для того, чтобы орать неделю, а то и месяц на Ермака, там, на всю Украину, лобовая тишина. Поэтому вот надо завязывать с разговорами о том, что Россия ведет информационную борьбу против руководства высшего Украины. Нету этого. Зеленского, да, полощет. А вот что касается Ермака и его братьев, полная тишина. И ну, еще из этого же абзаца следует, что Ермака задавали вопрос о коррупции. Хотя он, Резников там и прочие говорили, что этого никогда не было. Дальше автор пишет, вернее, она продолжает. Она, то есть Заревна, также сказала, что украинские олигархи, выступающие против команды Зеленского, используют украинский медиарынок для борьбы с антикоррупционными реформами. Ну, какие же это украинские олигархи, которые используют украинский медиарынок? Я так понимаю, Ахметов, по-моему, ушел уже полностью, да? То есть единственный, кто там присутствует, это Порошенко. И мы должны понимать, что те ресурсы, которые якобы им контролируются, используются для борьбы с антикоррупционными реформами. У меня вопрос, самый первый, который возникает. А что это за реформы? Где эти реформы? Это не те ли реформы, когда вот уже носом, фейсом об тейбл эту власть Евросоюз повозил, требуя, чтобы высшие чиновники, депутаты, обнародовали свои декларации. Так обнародовали, то есть приняли такой закон и тут же приняли исключение из закона, что члены парламента не будут раскрывать его до окончания военных действий. Ну какой смысл им теперь бороться за быстрейшее окончание военных действий? Пусть война длится, да, и будет тайна их. Опять было давление, вроде, насколько я слышал, решили раскрыть их. Но тем не менее, то есть где эти реформы, антикоррупционные реформы? Это же смешно просто. Дальше автор пишет, но коррупция, которая давно заразила политическую систему страны, беспокоит украинцев далеких от властных кругов. То есть украинцев не проведешь вот этими глупыми заявлениями о том, что там российская пропаганда нападает на несчастного Ермака и его команду. Украинцы все понимают, и их это чрезвычайно беспокоит. Ну и пример автор приводит о том, какие расследования, какие были вскрыты коррупционные скандалы. Он много не пишет, потому что статья и так громадная, длиннющая. Он просто упомянул тут историю с картофелем и капустой. Про яйца, правда, не упомянул, хотя они были в одной связке с картофелем и капустой. Также не упомянул он и про куртки. Ну, в общем, так, засветил вопрос, чтобы дать понять, что общественность не спит. Есть расследователи в Украине, и есть очень большое беспокойство в народе тем, что происходит. В этой связи, по результатам опроса, проведенного летом прошлого года Киевским фондом демократической инициативы, украинцы назвали коррупцию препятствием номер 1 для развития предпринимательства в стране. Внимание! Опередив разрушение, вызванное войной. Большинство опрошенных украинцев заявили, что иностранным партнерам было бы целесообразно предоставлять военную помощь только при условии эффективной борьбы с коррупцией. Я могу это подтвердить, читая вот те СМС, которые мне пишут в плане обратной связи мои зрители. То есть мысль о том, что давать деньги, вернее, лучше вообще им не давать, но если уже давать, то только под жесточайшим контролем. А лучше, чтобы вот прямо американцы, прямо туда. Если оружие, то на поле боя. Если деньги, то опять-таки в ВСУ. То есть получается, что коррупция собственной власти, получается, для украинцев, согласно этому вопросу общественного мнения, это страшнее тех разрушений, которые причинила война с Путиным. А это для меня свидетельствует о том, что есть полное понимание, что внутренний фронт, он неразрывно связан с внешним. И без победы на внутреннем фронте далеко не уедешь. То есть просто победа над Путиным – это еще не решение проблемы. И дальше автор придет к этой же самой мысли. То есть может так случиться, если ничего не делать, если так говорить, не на часе сейчас это все обсуждать, что можно потерять огромное количество людей, а их уже огромное количество потеряно, пролить реки крови,
вернуться победителем с поля боя и обнаружить, что пятая колонна внутри государства победила. И теперь Украина даже хуже, чем она была накануне полномасштабного вторжения. Теперь это полная реплика путинского Мордора. Или Мордора. Вопрос, а за что сражались? За что кровь проливали? Ну, дальше, увы. Значит, Белый дом, но, однако, Белый дом рассчитывал, что именно управление президента Украины, то есть это база власти Ермака, сможет искоренить системную коррупцию в стране. Ха-ха. То есть, ну, слава богу, это рассчитывал. И вот сейчас вам тайну раскрою, потому что мне массу вопросов задают, а где американцы, почему не реагируют. Значит, объясняю. Американский чиновник, да и вообще, наверное, чиновники всех стран мира, у них между ними, чиновников одной страны, другой, есть какие-то вот особые отношения. Чиновникам Соединенных Штатов легче разговаривать с чиновниками в Афганистане, которые были, пока все это не закончилось. Затем в Ираке. До этого, значит, легче было во Вьетнаме разговаривать, в Корее разговаривать. Ну, потому что они такие же, это от лени, по большому счету, идет. Просто от лени. То есть это те люди, мне еще говорил, я помню, один конгрессмен говорит, понимаешь, у нас проблема в чем среди политиков? Они не прошли через бизнес. Бизнес – это где надо крутиться, где ты можешь стать банкротом, поэтому нужно быть эффективным, злым, динамичным. А политик, он такой, понимаете, он расхлябанный и ленивый. Так вот, значит, действительно, всегда, это еще с начала существования независимой Украины, всегда американским чиновникам легче было говорить, как бы плохо они не относились в личных беседах с людьми на Банковой, но вот с ними, не с оппозицией, потому что фиг его знает, там, куда напороться, там надо думать, что-то делать. А тут все ясно, все по закону. Поэтому вот эта идея, он пишет, Белый дом рассчитывал, что имя база власти Ермака сможет искоренить. Это просто проявление идиотизма. Идиотизма, который стал одной из главных причин, почему вот сейчас мы приехали туда, куда мы приехали. То есть 111 миллиардов долларов бухнули, ну вот и ситуация. Приехали. Да? И так оно должно было, по идее, случиться. Но слава Богу, сейчас наконец-то проснулись. И произошло это, слава Богу, в том числе из тех трудностей, которые возникли в Конгрессе с принятием законопроекта о помощи Украине. То есть поняли в администрации, что дальше так жить нельзя. Мы, кстати, с вами поняли это гораздо раньше. И вы, дорогие друзья, когда вы начали мне писать, пусть американцы там, давайте МакАртура в Украину, или пусть приветствовали открытие полномасштабного постоянного офиса генерального инспектора Соединенных Штатов в Киеве. Ну и вот Соединенные Штаты, чиновники пришли к этой же мысли. Поэтому автор пишет, что вот это письмо, которое в самом начале я вам процитировал, из Совета национальной безопасности, было призвано показать скептикам американской помощи в Украине, что Байден серьезно относится к проблеме коррупции. Но, тем не менее, ситуация такова, пишет автор, то есть в Белом доме уже поняли, что надо что-то делать, надо с кем-то другим говорить, надо убирать. Ну и вы знаете, история говорила, что директор ЦРУ список подавал, кого надо убрать в самом начале. И потом неоднократно говорили, но Зеленский не прощается с Ермаком и сует его как затычку в каждую бочку. Поэтому, как пишет автор, поскольку Ермак является самым важным советником Зеленского, и Зеленский его туда везде направляет, от Ермака никуда не деться. А между тем ставки высоки. Украинский солдат на фронте не рискует жизнью ради того, чтобы вернуть контроль над правительством, экономикой своей страны самым хищным игрокам. То есть бандитам, так по большому счету, коррупционерам, клептократам. Такой исход, внимание, такой исход стал бы пустой победой, я бы сказал, пировой победой для Украины и для Вашингтона.
Стоимость послевоенного восстановления по одной из оценок может превысить $1 триллион. И это в 5 раз больше, чем валовой национальный продукт Украины до полномасштабной агрессии. И вот та система, которую сейчас строит Ермак, может помешать послевоенному восстановлению Украины, потому что эти колоссальные деньги просто будут разворованы вот этой формирующейся под крылом Ермака чиновничьей олигархии или просто мафиозного государства. То есть, как говорит один из инвестиционных банкиров, автору статьи, когда начнется это восстановление, пойдет этот поток денег, это будет бешеная кормежка акул. И самыми большими акулами будут люди у власти. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить эту часть своего видео. Материал длинный, но я хочу, чтобы вы узнали его полностью, потому что он может стать переломным моментом в отношениях Запада к бюрократии в Украине, которая, как понимает Запад, теперь оказывается, он все понимает, он просто молчал, которая теперь понимает, что молчать больше нельзя, и нужно наводить там порядок. Ну и как только поступит помощь, я думаю, что это должно произойти. Вот, поэтому хочу, чтобы вы дослушали это все дело до конца, и я разобью тогда это все на 2 части, и окончание с важнейшими выводами будет во 2-й части.